Здравствуйте, я Юля Сайфан, художница. На прошлой неделе я начала просмотр этого скетчбука, сегодня продолжаю. Эту работу я считаю неудачной, вместе с тем, что я делала предварительные наброски, тоновые, цветовые. В процессе работы возникла сложность взаимодействия зеленых между собой. А здесь интересный фон. Я процарапывала мастихином такие полоски. Тут хорошо работает зеленый, с цветом волос, с платьем. Есть гармония. Здесь у меня ошибка в композиции. Цветы не должны быть одинакового размера. Все-таки надо было один больше сделать, второй меньше. А сейчас это смотрится как пара глаз. У меня подряд несколько работ в зеленом колорите. Потому что если я чувствую, что по цвету мне тяжело, значит мне интересно, и я буду давить в эту сторону, пока не получится. Но если не получилось, просто делаю перерыв какой-либо темой, а потом снова к ней возвращаюсь. Стул под цветущим деревом. Свои технические приемы я показывала в видео о гуаше. А здесь мне хотелось сыграть серым по желтому. Не перестаю удивляться, как взаимодействует нейтральный цвет с рядом стоящим. Тема чаепития в саду меня не оставляет. Я уверена, что это так же, как и котики, будет возвращаться ко мне всегда. Если чай, то непременно на двоих. Если небо, тоже вдвоем. Прекрасные воспоминания дружбы в юности. Прошу прощения за звук, микрофон записывает то громче, то тише. Об этом натюрморте могу только сказать, что красный и зеленый могут быть чем-то общим, не обязательно контрастным. Хотелось просто написать кошку на столе. И немного взаимодействия вторичных цветов фиолетового, зеленого и оранжевого. Такая вещь на сближенных тонах придумала не я, но я взяла и скопировала, потому что мне было интересно, как это взаимодействует и работает. Часто посмотреть совсем недостаточно, нужно повторить. Я вспоминала, как делать растяжку от белого к черному. Часто не так сложно вспомнить это в голове, но тяжелее вспомнить руками. Я переделывала 3 раза растяжку. Это был первый или второй вариант. Растяжка – это еще один технический навык, который может пригодиться, а может и не пригодиться. Но чем больше вы умеете, больше вы знаете, тем проще вам писать. Розовый закат, силуэт собаки, светлые части шерсти писала серым цветом. Сложная по цвету, но интересная вещь. Я время от времени возвращаюсь к вторичным цветам. 3 цвета, которые появляются при смешении первичных цветов. Разлила краски абсолютно случайным образом. Но я продумывала, где у меня светлое, где темное, по пятнам. Но тем не менее все легло просто замечательно. Фотореференсе, из которого я писала, не было фигуры. У меня есть 2 таких одинаковых пейзажа. Один с павлином, один с оленем. Есть желание писать по-мокрому, чтобы краска растекалась. Но часто я не знаю, как выйти из ситуации и просто заканчиваю плотной краской работу. Это так, без особой цели, не знала, как закончить, бросила так, как есть. Пожалуйста, оставляйте комментарии, ставьте лайки.
Мне необходимо общение с рисующими людьми. На каждый комментарий я отвечаю. До встречи на моем канале.